Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина тоскует по вам? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Так, вот почему-то мне сразу идет такая мысль. Хочется, знаете, бросить все и умчаться на край света, вот улететь на этой метле. Знаете, такое ощущение, что как будто вас все достало, все и все достали. Достали женщины, достали какие-то вот эти вот все житейские проблемы, достали, особенно вот именно с женщинами это связано, женские манипуляции, то, что вас используют, да. Вот хочется куда-то на край земли умчать просто, сменить атмосферу, да, забыться. Вы очень такой человек, знаете, очень гармоничный. Вот если вам не мотать нервы, я вам скажу, вы будете настолько вот мирный и неконфликтный человек. Простите, хриплю, простудилась. Вы настолько вот мирный человек, что вот как-то вы по жизни, вот даже вот если у кого были отношения, да, либо сейчас, если еще у кого-то есть, вы как-то старались всегда сглаживать острые углы, да, вы старались не лезть на рожон, да. Во-первых, потому что вы любили женщину, некоторые сейчас еще продолжают любить, да. Вы как-то и старались и уступать. Закрывали глаза на многое. Напишите мне в комментариях, есть ли такой момент, да, вот уступали вы женщине или нет, да. Может быть, вы разрешали то, что не следовало разрешать, да, закрывали глаза на что-то. Поделитесь, пожалуйста. Интересно всегда читать ваши комментарии. То есть вы такой человек, ну, мирный, я бы сказала. Чего не скажешь о женщине, ну, с которой вы были, либо же с которой еще некоторые живут сейчас, да, у каждого своя история будет, поскольку это общий расклад. Кто-то уже разошелся, да, кто-то еще нет. Ну, то есть женщина непростая однозначно. Но смотрите, вы такой человек, который очень привязан к своим детям. Вот у кого есть дети, да, вы очень привязаны. У некоторых может проигрываться, что вы либо же редко общаетесь с детьми, да, женщина может этому мешать, да, вот бывает так часто, что запрещают там детям общаться с отцом. Ну, то есть вот эти вот женские манипуляции через детей, да, вот когда женщина сама злится, а детей использует просто, чтобы отомстить мужчине. Тем более, если женщина знает, что мужчина безумно любит детей, да, старается там и вкладывается в них. То есть, если у вас бывают вот встречи, да, может быть, даже редкие встречи с детьми, то это такие настолько теплые, настолько радостные встречи у вас, вот родные, близкие такие, да, вот, ну, родная кровиночка, вот настолько вот классные у вас ощущения. Может быть, это ваша единственная какая-то отдушина или отрада, вот именно дети на сегодняшний момент, да? Других пока отношений я у вас не вижу. Хотя, знаете, еще у вас на пороге как бы есть другая женщина. Ну, сейчас мы поговорим немного подробнее. Так, какая же женщина к нам пришла сегодня на расклад, да? Кто же тоскует по вам? Это женщина, которая, знаете, вот я, наверное, интригу сохраню. Где вы с ней пересекались? Я просто буду описывать, да? А вы так, ну, пытаетесь как-то состыковать, где это, кто это. Вот интрига, она все-таки цепляет. Интересно, да? Вот разобраться, покопаться в воспоминаниях своих. Смотрите, эта женщина, ну, не молоденькая девочка, это однозначно. Она либо же вашего возраста, либо, ну, плюс-минус около вашего, да, чуть моложе, там, чуть старше, но это не намного. Женщина, ну, я не могу сказать, что она вообще несерьезная, какая-то гуляка, куда-то мчит, нет. Она очень такая, ну, скорее спокойная, она рассудительная, очень такая, знаете, вдумчивая. Вот такие женщины, из них хорошо получаются бизнесвумен разные, начальницы.
Ну, то есть она может не быть начальницей, но настолько вот она гордо держит осанку, вот настолько она уверенная в себе. Женщина, которая, она не покажет свое настоящее лицо всем и каждому. Она в чем-то даже скрытная, я вам скажу. Женщина, которая пережила в своей жизни, ну, довольно неприятные моменты в личной жизни. Причем она, знаете, она такая вот правдолюбка. Вот она вроде бы спокойная, но если ей что-то нужно, она пойдет одна против толпы, вот чтобы доказывать свою правоту. Она, знаете, вот еще может стоять на пороге каких-то своих, ну вот финансовых, деловых, новых каких-то проектов, вкладов, да. Возможно, новое дело она начинает. Возможно, она недавно перешла на новую работу. Ну, то есть, вот какие-то у нее начинания. Она очень нацелена вот именно на зарабатывание денег. У нее это довольно неплохо получается. Но можете не пугаться, это не значит, что она корыстная. Нет. Она просто вот и умеет зарабатывать деньги, и умеет их тратить, но она не транжира абсолютно. Вот у таких женщин у них все четко продумано, у них структурированный подход и к тратам, и вообще ко всему в жизни. Она всегда по полочкам разложит, что вот на вот это потратим, на вот это, да, а еще что-то там мы купим потом, да. Ну, то есть такой вот очень такой рациональный подход, продуманный. И это, в общем, довольно неплохо. Так, что же это еще за женщина? Давайте узнавать дальше ее. Она может ездить за рулем, я вам скажу. Так, она занимается своим телом, она занимается вообще, ухаживает собой, ну, за собой. Она очень любит ухаживать за собой. Не исключено, даже если она ходит там к психологу, знаете, как это сейчас модно. Очень коммуникабельная. Она может в совершенстве владеть вот несколькими специальностями. Очень такой вот у нее подход ко всему. Знаете, вот она всесторонне развитая. Так, давайте-ка посмотрим, будет ли у вас что-то с этой женщиной. Да? Нет, давайте сначала посмотрим, почему она тоскует за вами все-таки. Да? Вот, интересно, мы не будем говорить, где вы пересекались. Это останется интригой. Смотрите, вот вы отложили отпечаток, да, понятно, что вы пересекались с ней, не буду говорить, где интрига продолжается, но вы отложили отпечаток в ее душе. Причем отложили отпечаток вот каким-то своим красивым поступком. Это может быть какой-то джентльменский поступок. Вроде бы, может быть, даже и ничего особого, но она это запомнила. Она это отметила. Плюс, знаете, вот она такое ощущение, что она периодически вот вас видит. Я не буду говорить более глубоко, да, сохраняю интригу. То есть она за вами может и наблюдать, вы можете пересекаться с ней периодически. Но она как-то боится проявиться пока. Она не уверена, что вы ее, ну, захотите с ней общаться, что примете ее, да. Вот, несмотря на то, что она вроде бы такая уверенная в себе, все там и осанка и так далее, но все равно многие люди, ну, не могут так легко прям проявиться, да, как-то открыто. Вот она не знает, как подойти, ну, вернее, как же это назвать, я не знаю, ну, раззнакомиться поближе, что ли. Вот она, знаете, она как будто вот обдумывает, что лучше сделать. Причем как-то так, она хочет, чтобы это было, ну, то ли невзначай, да, вот, то ли как-то вот неожиданно, да, то ли это как-то обернуть, что как будто вы к ней первый там подошли, либо же заговорили. Ну, то есть она вся в раздумьях. Как же ей вот как-то с вами сблизиться? Она тоскует за вами. Так, почему тоскует? Давайте еще. Почему же она тоскует? У вас есть общие воспоминания.
интрига продолжается. У вас есть общие воспоминания, вам есть что вспомнить. Был хороший довольно период, было хорошее общение, но сейчас вы пока можете не общаться. Да, она может наблюдать за вами, но вы как бы особо внимания не обращаете. Она такая, знаете, она женщина, которая вот она помогает всем и вся. Вот несмотря на то, что у нее вроде бы и деньги есть, да, обеспеченная женщина, она и больным поможет, и старым поможет, и животным. Ну, то есть она такая вот добрая, сердобольная. А вы думаете, просекайте, кто это, где это может быть. Ну, то есть воспоминания у вас есть с ней, вам есть что вспомнить. Но только сейчас вы как-то вот то ли позабыли, то ли как-то это все ушло на задний план, все эти воспоминания, которые вас могут связывать. Но, но она это все помнит, и она тоскует, да, она хочет как бы это все возобновить. Она хотела бы сблизиться с вами. Так, давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Так. Вот знаете, придет такой период, когда то ли что-то помешает. Вот что-то помешает, знаете, это может либо у нее в жизни произойти что-то, либо в вашей жизни, да, ну какое-то событие такое будет, что на какой-то период вот она переключится, да, вот на решение, возможно, вот этой проблемы. Это может быть и болезнь, да, может быть какая-то по дому проблема, либо с родителями там, да. То есть она переключится, и уже казалось бы, что все, да, не до этого, не до вас, не до чего. Но спустя какой-то период, да, она все равно, она объявится к вам. Она объявится сама, потому что, ну, слишком большая какая-то вот ностальгия, слишком большая тяга к вам. Вот воспоминания есть, воспоминания. Когда вы начнете с ней общаться, вы тоже это все вспомните. Вы тоже начнете к ней тянуться. Так, что еще? Да, вот сейчас она для вас далекая звезда, кажется. Хотя у вас есть общее воспоминание, интригу держим. А я и та еще интриганка. Так, поэтому смотрите, у вас намечается шикарнейший даже роман, я вам скажу. Вот сейчас вы в тупике, я вам скажу, вот теперешнее состояние. Вот некоторые из вас скажут, да, я не знаю такую, да, вы просто не хотите покопаться в своей памяти, вы ее знаете. Некоторые скажут, да, я помню, может быть, это кто-то там из прошлого, из бывших, одна из каких-то там претенденток, да. Но когда вы вот столкнетесь с ней, да, вот когда начнутся реально ваше общение, там отношения и так далее, да, тогда, конечно, вы будете рады. Вы тоже будете ей рады. А вы тоже будете, когда у вас вот все закрутится, завертится, вы тоже будете мчать к ней навстречу. То есть у вас начнется активный роман. Но пока эта женщина думает и тоскует о вас. То есть анализируйте, где, с кем, что, какие шуры-муры у вас были, да, я такая уже небольшая, может быть, подсказка, хотя это может быть все что угодно. Это может быть не обязательно с кем-то роман был. Это может быть вы какой-то, я не знаю, соседки, сотрудницы симпатизировали. Может быть у кого-то и не дошло до романа, но что-то уже близко было. То есть думайте, вспоминайте. Мне даже понравилось держать интригу. Ребят, наверное, вас буду интриговать. Мне так даже больше нравится. Так интересней. Поэтому, смотрите, у вас намечается бурный страстный роман. Сначала она вот проявится после некоторого затишья, пока она вот свои проблемы там порешает. Она обязательно проявится, но дальше уже мчать к ней будете вы. И начнутся ваши страсти-мордасти. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!